Один из самых проблемных, сложных и важных вопросов – это вопрос колористики. Поэтому наша задача хорошая сделать идеальным. И мы сегодня будем ей делать брови. Каждый делает, как ему удобно. Главное – результат. А я вам пока покажу, чем я буду работать. Растягиваю поперек, вот так вот между двух пальцев. Не стесняйтесь перепроверять. Потихонечку, по кусочкам пройду, полностью сотру. Незаметно лежит пигмент, однако нет. Когда ты молодой мастер, тебе ничего не очевидно, поэтому уж лучше я скажу. А то, что слишком, то не здорово. Наша профессия очень интересна, многогранна и сложна. Один из самых проблемных, сложных и важных вопросов – это вопрос колористики, вопрос подбора пигмента под определенный тип кожи. Мы очень много это обсуждаем, мы много разговариваем об этом на конференциях, на конгрессах, в чатах, потому что это болезненный вопрос, вопрос многим непонятный, и из-за неправильного подбора пигмента часто мы встречаем в итоге нежелательный результат. Сегодня у меня в работе случай достаточно нестандартный для нашего, скажем так, региона, для нашего города и даже нашей страны. У меня сегодня в гостях Дженни, она приехала из Намибии, и мы сегодня будем ей делать брови. Брови у нее замечательные, они у нее очень правильно расположенные на лице, на лбу, имеют хорошо читаемую правильную форму, которую я очень люблю, классическую, с правильным расположением верхней точки, с красивым изгибом. Однако немножко неравномерный рост волосков не позволяет этим бровям быть вот прям идеальными и читаться с некоторого расстояния красивой, единой формы, скажем так. Поэтому наша задача хорошая сделать идеальным. И сейчас, как водится в начале процедуры, я буду отрисовывать эскиз карандашом. Я долго думала, каким же карандашом мне рисовать. Думала сразу рисовать только рамочку белую, но думаю, что начну все-таки с коричневого, для того, чтобы Дженни показать потом результат. Коричневый цвет у меня тут таким с красноватым оттенком, чтобы сразу не было какого-то там неприятного серого цвета. И я буду просто под волосочками прорисовывать на коже тень, собственно, достаточно мягкую. Стараюсь рисовать карандашом тенеобразно, для того, чтобы не нагромождать слои вот этого карандашного грифеля, и для того, чтобы визуально клиенту было приятно на себя посмотреть в зеркало, даже вот не с самим татуажем, а еще только с предварительным эскизом. Что мы делаем? Немножечко делаем больше акцент на верхней точке, несмотря на то, что она на месте, но немножечко там недостаточно волосков, которые могли бы более четко сакцентировать наш взгляд на этой верхней точке. Чуть-чуть приближаю переносятся, потому что здесь тоже растут в этой зоне совсем пушковые волоски. И там, где бровка должна начинаться, они настолько тоненькие и маленькие, что кажется, что брови расставлены достаточно широко. Немножко их сближаем. И, конечно же, делаем более насыщенным хвостик, потому что здесь волоски растут редко и не создают должной густоты. Лишние волосочки, несколько штучек, мы потом подщипим. Я никогда ничего не подщипываю в начале перед эскизом. Все это мы сделаем потом, успеем. Здесь пойдут достаточно широкие бровки, они растут широко. И если мы тут легкую тень положим, я думаю, что Дженни не будет возражать, ей это должно пойти. Переходим к другой брови. Сделаем сейчас все точно так же. Потом я все равно возьму в работу белый карандаш, потому что мне нужен контраст. Очень темная кожа, темный коричневый карандаш.
мне нужно будет все-таки лучше видеть границу, когда уже Дженни ляжет на кушетку. Неважно, чем вы отрисовываете эскиз, это кому как удобно. Я не согласна с мастерами, которые на чем-то настаивают и говорят, что делайте только так, а все остальное неправильно. Главное нарисовать грамотно форму. Главное найти общий язык с клиентом, чтобы он ваших там, не знаю, гелевых ручек или наоборот очень мягких теней не испугался и все понял, что вы хотите сделать на его лице. Все это индивидуально, все это по договоренности. Каждый делает, как ему удобно. Главное – результат. Чтобы вы эту форму хорошо видели сами, чтобы вы ее не потеряли в процессе работы, чтобы она была понятна вашему клиенту. А чем уж вы это будете делать, неважно. Значит, что мы видим? Пока я отрисовываю эскиз, что я могу уже, конечно же, сразу увидеть. Помимо того, что мы сейчас с вами займемся размышлениями на тему подбора пигментов для данной конкретной девушки, конечно же, я, отрисовывая, смотрю на кожу и понимаю, с какими сложностями мне придется сейчас столкнуться в работе. Как обычно, в обязательном порядке фото, нарисованные эскизы для проверки симметрии, для проверки, все ли правильно мы нарисовали. Здесь очень интересно бликует кожа и ложатся тени необычно, непривычно, поэтому очень внимательно надо все проверять, выстраивать правильную фотографию с правильным светом для того, чтобы посмотреть, все ли верно нарисовано. Вот сейчас я, например, вижу немножечко по высоте разное, правое повыше, немножко более острый угол. Я сейчас добавлю чуть-чуть. Но незначительно. Сильно я ничего исправлять не буду. Так уж, в общем, придираюсь. Но не забывайте, что фотография всегда нам помогает, потому что стоп-кадр вернее показывает, чем наш порой замылившийся глаз. Теперь я буду все-таки обводить белым карандашом. Я белым карандашом обвожу эскизы всегда на любой коже. А тут уж как бы сам Бог велел. Мне нужен контраст, мне нужно видеть, что я нарисовала. Плюс, я всегда это говорю, повторяю, что белый карандаш выступает в роли своеобразного ластика. Если вы что-то нарисовали не совсем точно, если где-то цветной карандаш немножко расплылся, нарисовано грубо и немножко непонятно, где же, собственно, край, белым карандашиком можно подойти к краю цветного и зафиксировать более четко форму. Еще одно преимущество белого карандаша в том, что он не расплывается под анестезией. Как раз сейчас на этом этапе я смогу четверти эти половинки миллиметров, если что-то где-то подправить, белым карандашиком вывести, привести к идеалу. А потом еще раз фотографировать. Не пренебрегайте фотографиями, не стесняйтесь перепроверять. Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Мы объясняем в этот момент, я объясняю, конечно, всем клиентам, что это граница белого карандаша, что на него внимание не нужно обращать, что он просто ограничивает наш нарисованный эскиз, рисунок для того, чтобы мне было удобно работать. Сама граница только зона, где коричневый карандаш, и то она смотрится достаточно громоздко и чуть более широко, чем хотелось бы, за счет того, что коричневый карандаш по всей ширине этого эскиза нанесен с одинаковой интенсивностью. А во время работы мы будем создавать некий градиент, и при той же самой ширине визуально это будет намного легче и мягче смотреться. Итак, дорогие друзья, я приветствую вас на канале Hanafi Colors Pigments. Я Ольга Ханафи, и мы продолжаем. Сейчас уже Дженни у нас лежит ровненько, уже отдыхает, уже спит, она устала.
А я вам пока покажу, чем я буду работать. И мы обсудим с вами проблемы колористики, подбора пигментов под данный достаточно сложный типаж. Сегодня планирую поработать вот этой замечательной малышкой под названием Dragon Half Armor. Машинка беспроводная, машинка с аккумулятором, с дисплеем. Немножечко, чуть более увесистая, чем любим мы девочки. Кому-то, может быть, покажется толстоватой. Я ее люблю, она мощная, красит быстро, в руке удобно. На самом деле вес машинки порой только помогает делать правильную растушевку, потому что она правильно перевешивает, правильно укладывается в кисти, и ее тяжесть помогает более плавному покачиванию машинки, что создает лучший штрих. А когда машинка очень легкая, она не качается, то мы больше действуем с собственной рукой. Это мое мнение, не истина в последней инстанции. Мне такая машинка удобна, я буду работать ей. Иглы у нас сегодня будут, естественно, Ханафи. Стандартная, самая любимая иголочка 30 РЛ. Значит, смотрите, кожа очень темная, кожа вся меланиновая. Кожа требует темных бровей, при этом очень легко и просто свалиться, я не знаю, тут даже не в синеву, здесь скорее в фиолетовость. Конечно, хотелось бы добиться результата такого, как примерно карандаш, которым мы рисовали. Я достала много пигментов, но начну с вот этой пары. Это 3-й номер из сета Ольги Костенецкой. Они прекрасно работают на бровях, они на красной основе, они теплые и очень имеют богатый оттенок. Я его обязательно сдобрю корректором номер 1, подтеплю, поскольку на такой коже это необходимо. Потом буду красить и смотреть. Я думаю, что мне будет понятно, нужно ли что-то добавлять или менять. 4 и 5, как самые темные из основной бровной линейки, будут стоять со мной рядом, на тот случай, если я решу их применить. My dear friends, I think this video will be very interesting for all our colleagues, all masters who likes to working with our pigments, Hanafi Colors pigments in all countries in the world, USA, Europe, and another country, who have many clients with this skin type, dark skin. We have a lot of rules with working with this skin, and I will show you this work. Процедуру перманентного макияжа бровей я делаю без первичной анестезии. Эта процедура совсем безболезненная, и лишний раз дубить кожу не хочется. Однако в процессе работы я буду использовать вторичную анестезию. В данном случае я взяла Сустаин. Иногда я использую капли Гуччи, просто для того, чтобы было поспокойнее, чтобы травмированная кожа не краснела и лучше был виден пигмент. Я готова к работе, я надела свои рабочие очки и сразу, предвосхищая последующие комментарии и вопросы, расскажу, что это такое. Это немецкая фирма Heine, занимающаяся изготовлением медицинской оптики для сосудистых хирургов, стоматологов и других медиков, занимающихся мелкими работами. Мне эти очки нужны, бинокуляры самая простая модель, они мне нужны, потому что я плохо вижу вблизи. Итак, мы приступаем к работе. Я поставила вольтаж 5,0. У меня еще 98% зарядки, 5,0. Потом посмотрим. Иногда бывает, что я меняю скорость, но, скорее всего, это такая достаточно стандартная средняя скорость. Визуально еще на этапе отрисовки эскиза было понятно, что кожа проблемная достаточно, жирная. С такой кожей не всегда удобно работать. Она часто бывает сосудистая и чувствительная. Плюс мой опыт работы с темной кожей, который у меня все-таки был в арабских странах, в Египте я работала, говорит о том, что я думаю, что это связано с солнцем, с инсоляцией. Кожа очень истонченная. Пока
я кожу не растягиваю, только аккуратно закрепляю эскиз, я еще пока в полной мере не могу понять, насколько эти качества присущи коже Дженни. Не знаю. Сейчас посмотрим. Пока просто закрепляю эскиз в рамках нашей картинки внутри белого карандаша. Насколько мне потом это будет видно, что я там закрепила, при условии, что я работаю очень легко. Конечно, мне нужен контраст. Хорошо, когда кожа светлая, и на ней виден каждый пиксель положенного пигмента. Что будет здесь, я не знаю, посмотрим. Так, ну что я могу сказать, что очевидно, что кожа как раз именно такая, как я и сказала. Тонкая, тянущаяся, жирная и сосудистая. Ну, почти все в одном флаконе. Работать нужно очень-очень легко, нежно, иначе будет кровь тут же. Сейчас я сразу, не стирая того, что я внесла в кожу, нанесу сустаин, который закроет сосудики, если они там хотят открыться. Мне будет потом легче работать, пигмент будет лучше виден. Мы даже пока не будем ничего стирать. Перейдем к другой бровке и закрепим эскиз там. Я лишь не вижу, как кожа воспринимает. Как она воспринимает, я увижу только, когда я сотру. Пока я ничего этого не вижу. Я вижу пока, что нужно работать очень-очень нежно. Едва-едва касаясь иглой, потому что кожа сразу пытается начать мокнуть. Я этого избегаю, ничего пока нету, ни сукровицы, ни лимфы, но я вижу и чувствую, что это может появиться в любую секунду. Сейчас мы закончим, как я надеюсь, закончим закреплять эскиз и тоже нанесем на эту бровку сустаин. Левая бровь обычно всегда чувствительнее у женщин. Это известный факт. Зависит от того, как работают полушария нашего мозга у женщин. Они работают таким образом. Не будем вдаваться в эти подробности, что левая сторона лица получается всегда чувствительнее. Это нормально. Сейчас мы закончим и тоже нанесем анестезийку. Немножечко потерла я кусочек закрепленного эскиза. Можно сказать, что я перестраховалась, очень работала излишне нежно. Ну, вижу, но, конечно, очень плохо. Поэтому все стирать я не буду и буду сейчас по кусочкам добавлять интенсивности, иначе, если я сотру сейчас все сразу, ну, я наверняка потеряю форму. Я вот начала растягивать кожу, конечно, вижу. Просто непривычно. Нету контраста такого, четкости. Нужно будет сейчас понять движение руки, понять силу нажатия, интенсивность штриха, для того, чтобы было проще сейчас работать следующие проходы. Ну, вот она. Видно, конечно. Мне там, да в моих очках. Сейчас я все потихонечку, по кусочкам пройду, полностью сотру, чтобы мне была вся тень от эскиза видна. Нежно, бледно, но видна. И на этом этапе я подщиплю лишние волоски, потому что, как я уже сказала, и так все очень темное, и так все достаточно плохо видно, еще и темные черные волосочки, они мне мешают. Как только я их подщиплю вдоль закрепленного эскиза, сразу все станет визуально намного понятнее. Ну что ж, вот я хвост. Позволила себе стереть хвост. Должна сказать, что я его, конечно, прекрасно вижу. Его немножко оттеняют невыщипанные еще волосочки. Сейчас я еще чуть-чуть его сделаю поярче. После этого
подкорректирую пинцетом форму. Замечательно. Так уже спокойнее. Вот в таких случаях, то есть вы понимаете, что чем меньше опыта у мастера, тем чаще боится потерять эскиз, тем чаще стоит стирать его вот так по частям, для того, чтобы не потеряться. Но и, как вы видите, не обязательно быть начинающим мастером для того, чтобы сомневаться и беспокоиться. Так что этот метод аккуратного, частичного стирания эскиза, он может вам быть полезен в любое время. Мало ли что. Здесь уже не буду стирать, все и так понятно. Еще прямо по верху еще пройдусь. Головка все равно самое прозрачное, легкое место. Все, еще разочек пробегаюсь, чтобы немножечко еще больше оставить след на коже. После этого коррекция пинцетом, и там уже дело пойдет понятнее и легче. Вот эти вот хвосты самые, скажем так, сложные, потому что они всегда более сосудистые, в них проще, скажем так, засадить пигмент, сделать их слишком темными. Но и при этом прокрасить надо, ведь эта зона у нас самая светлая была. Здесь самые разреженные волоски растут, и как раз здесь нужно больше всего акцентировать краску в коже для того, чтобы сравнять общий тон бровей. И вот приходится крутиться и думать, как и прокрасить, и не переборщить. Сейчас мы берем лишний волосочек. То даже вот когда выщипываешь волосочки, такой кожи нужно ее как следует придерживать, потому что она прям тянется вслед за этим волоском, который я тяну пинцетом. Теперь все те же игрища продолжаем на другой брови. Стираем в зоне апекса и сразу смотрим, что тут у нас есть, что нету, и соединяем эти кусочки. Ну, в общем, обычно левая бровь у меня получается ярче сразу сходу. Но мне кажется, здесь этого не произошло. Хотя, может, просто немножечко бликует кожа. Все равно я сделаю все то же самое. А для начинающих мастеров, наверное, я бы сказала такой совет. Иногда я думаю, что, что же я буду это говорить, ведь это же очевидно. Но когда ты молодой мастер, тебе ничего не очевидно, поэтому уж лучше я скажу, возможно, кому-то от этого будет польза. Вот вы работали первый проход прямо по эскизу. Потом начали стирать и увидели, что пигмента в коже очень мало. И тогда, по логике вещей, вы принимаете решение, что надо поднажать, чтобы осталось больше. Вот этот вот момент, он очень опасный. Может быть, и надо поднажать, но только очень и очень аккуратно и легко. Особенно, если вы понимаете, что вы уже столкнулись с непростой кожей, как я сейчас. Да, у меня мало осталось после первого прикосновения иглой. Но мне в голову не придет пытаться работать более плотно или глубоко, или как-то более жестко. Ни в коем случае на такой коже этого делать нельзя. Буду постепенно, аккуратно, легонечко, по чуть-чуть прокрашивать, пока не сделаю свое дело. Та же проблема встает не в таком маленьком масштабе одной процедуры, а растянутой во времени. Когда, по мнению клиента, может быть, и по мнению самого мастера, после заживления, после основной процедуры осталось слишком мало пигмента. Принимается ошибочное решение, что нужно работать более темным пигментом и более, скажем так, более насыщенно, более плотно, более интенсивно. Часто получается, что после первой процедуры получилось маловато, а из маленького большое сделать несложно.
А после второй процедуры получается уже многовато. И тут проблема. Из большого маленькое уже не сделаешь, и часто это приводит к удалению. Почти любой тип сложной кожи требует от нас более аккуратного и более нежного способа работы. Единственная кожа, которая позволяет нам делать как-то более свободные, в смысле силы, движения, это когда кожа такая, как мы ее называем в кавычках, дубовая, когда ты ее красишь, как по стеклу, и ничего, ни крови, ни сосудов, ничего не происходит. Она даже не краснеет иногда, и краски в ней нет. Такую кожу, конечно, надо красить более интенсивно, подбирать иглы. Все остальное, тонкое, сосудистое, жирное, пористое, всякая другая, требует нежного к себе отношения. И вот сейчас попадаются какие-то вот элементы, не воспалительные, но какие-то штучки, какие-то ямки, бугорочки. И на них может внезапно закрепиться пигмент ярче, чем на соседнем миллиметре. Может получиться неприятная яркая точка. Поэтому прямо здесь как по минному полю. Очень-очень аккуратненько. Ну что ж, здесь я тоже вижу тень на коже и могу поработать пинцетом. Сделаем аккуратно наш хвостик и тоже чуть-чуть добавим анестезии. Опять-таки повторяю, не для самого эффекта обезболивания. Здесь это в общем и целом не особо нужно, а для того, чтобы заработал эпинефрин, который сужает все сосуды, потому что тут и так плохо видно. И если еще тут сосудистые какие-то реакции начнутся, то совсем беда. Ну что ж, здесь немножечко уже проявилось. Мы видим, как лежит пигмент. И вот я хочу сказать, насколько пигмент у меня теплый. Можно посмотреть. На растирке у меня прям каштановый, коричнево-красный пигмент. Потому что на красной основе сайт Ольги Костенецкой, потому что я туда добавила аж 3 капли первого корректора. И, несмотря на все это, вы видите, что в коже пигмент ложится, таким прям темно-коричневым цветом. Никакой красноты, никакой тем более рыжины здесь не видно и видно быть не может. Поэтому вот и задача стоит. С одной стороны, светлый пигмент здесь не подойдет, светлыми оттенками здесь делать смысла нет, они не будут видны на коже, а темные оттенки нужно каким-то образом подбирать так, чтобы они были теплыми. Теперь нам нужно красить. Аккуратненько, нежненько красить так, чтобы это стало, как-то более заметно. Когда кожа такая тянущаяся, конечно, нужно аккуратненько, небольшими кусочками ее растягивать. Не тянуть, как на барабан, но растягивать, чтобы она была зафиксирована между пальцами, чтобы она не двигалась за иглой и чтобы вы лучше прокрашивали каждый кусочек. Хвосты я всегда на всех видео, везде показываю хвосты, я растягиваю поперек, вот так вот между двух пальцев. Вот это вот все растягивание, на мой взгляд, для хвостов неудобно. Тянется вдоль, и ширину вы не можете прокрасить, не видите. Чуть-чуть позволила себе, даже не знаю что, не надавить, а чуть наклонить иглу, тут же появилась капелька сукровицы. Такую кожу, конечно, нужно красить, скажем так, под 90 градусов, прямо следить за тем, чтобы это был кончик иглы. Мы всегда так должны работать. Просто иногда чувствуешь, когда можешь немножечко расслабиться, кожа позволяет, а здесь нет. Чтобы быть до конца честной с вами, я должна, конечно, сказать, что я, как известно,
трусиха. Добавила в микс еще 2 капли оранжа. Нет, это не совсем так. Я ведь и трешку окей тоже добавляла. Ну, в общем, добавила еще пигмент, чтобы в колпачке было достаточное количество, чтобы иголочка там не цепляла за дно. И корректора добавила побольше. То есть в итоге пропорции получились сейчас, на сегодняшний момент такие, на 10 капель, если брать на 10 капель основного цвета, я взяла 4 или даже 5 капель оранжа. Мне почему-то упорно кажется, что левая бровь у меня получается пошире. Сейчас я буду это проверять. Возможно, мне нужно будет чуть-чуть расширить правую. Как будто бы, да, немножечко хвостик здесь потоньше. Сейчас я его здесь немножко тогда добавлю, расширю. Ну что ж, по сути дела, работа движется к концу, поскольку, несмотря на то, что мне мои окуляры, да, вот сильно растянув кожу, кажется, что здесь прям совсем едва-едва незаметно лежит пигмент, однако нет, все хорошо заметно, все хорошо проявляется. Вот тут у меня в этой брови явно не хватает насыщенности по нижнему краю основания, головки. Тут надо точно доработать. И потом, наверное, нужно будет пробежаться так везде. Мне очень повезло. Дженни не уедет завтра к себе на родину, она учится в Москве. Я имею в виду, что я увижу зажившие брови, я смогу оценить результат, я смогу посмотреть, нужна ли коррекция, и рассказать об этом результате и о том, что я еще предпринимала или нет. Показать, вероятно, фотки, если будет что показать. То есть я буду держать эту работу, конечно же, на контроле. И поделюсь обязательно с вами результатами. Было явно светлее. Сейчас вроде бы подкрасила, но, наверное, еще немножко надо будет. Здесь вот все мне по-прежнему кажется более коротким и худый хвостик. Думаю, что сейчас будет такой завершающий, отделочный, полировочный проход. Довольно-таки аккуратный, скрупулезный, но не очень объемный. Все, глаз мой уже привык. Сперва было очень непривычно, непонятно, где волосок, где цвет кожи, где пигмент. Сейчас глаз привык, я уже вижу, где пигмент лежит светлее. Волосочки не густо растут, удобно их раздвигать. Вот тут внизу, здесь не хватает волосков. Здесь меньше насыщенность пигмента, и мне всеми кажется, что из-за этого, что хвостик уже. На самом деле нет, просто здесь надо подкрасить. И когда такая кожа тянущаяся, то надо прям вот отпускать. Как вот мы на веках, когда работаем, обязательно нужно веко тянем для того, чтобы хорошо положить пигмент. Потому что на веках как раз всегда кожа такая, как на бровях редко. Вот сейчас на бровях кожа вот прям как на веке. Тонкая и тянущаяся. И когда мы веко растягиваем и рисуем, потом надо обязательно отпустить палец, чтобы посмотреть, что там на самом деле на нерастянутой коже. Как это смотрится. Потому что можно, конечно же, переборщить.
Вот сейчас какой-то момент психологический должен у меня настать, когда нужно сказать себе: Оля, хватит. Еще службу плохую в какой-то степени служат эти очки. В них слишком много всего видно. Даже лишнее. Кажется, что еще надо поработать, еще. А то, что слишком, то не здорово. В нашей профессии это очень важное правило — уметь вовремя остановиться. Вот не могу никак вот этот кусочек прокрасить. Прям он не прокрашенный. Прям я вижу. Хотя хвост уже устал. Вот опять появилась капелька сукровицы. Это не потому, что я что-то не так сделала. Это просто уже уставшая. Это, такая кожа быстрее устает. Все, заканчиваю. В конце концов, как я уже сказала, Дженни от меня не убежит. И я обязательно доделаю все, что нужно будет доделать. В первую очередь наша задача будет оценить цветовое решение, правильность подобранного пигмента. Если он подобран не совсем верно, внести коррективы, подумать, какие, как. И если это все приживется, допустим, бледновато и потребуется коррекция, то, соответственно, подъярчить. Все, с этой бровью все, я точно ее больше не буду мучить. А вот здесь по-прежнему у меня вот это место все-таки оно, мне кажется, бледнее. Опять опасность. Может, блик, а потом буду жалеть. Может, не надо было. Ну, вроде надо чуть-чуть. Все. На сегодня все. Ну что ж, мы закончили работу. Дженни у нас немножечко поспала, отдохнула. Проснулась с новыми бровями. You like? Все, теперь show to camera, please. Вот так вот медленно покажем. Я довольна, как лежит пигмент, несмотря на сложную кожу. Но я уже сказала, что буду смотреть, буду наблюдать. И, конечно, с удовольствием покажу, особенно если результат будет хороший. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими анонсами. У нас всегда очень много всего интересного. Спасибо, всем пока!